Я получил сим-карту Ура! О! в обычный туристический визит. Не так просто получить визу. Если они откажут, я буду жаловаться в ПИС. У него нет образования программиста. Чисто на своем энтузиазме, на Потрачено своих стараниях. 0 денег. Синий паспорт — это проклятие сейчас становится. Усложнить Да. уехавшим жизнь максимально. Записались там за полгода, за год. Все, можешь уже не приходить. Я буду жаловаться в ПИС. Там такие офигенные какие-то бренды, дорогущие, европейские. Короче, ребята, они мне немножко малы. Я буду жаловаться в ПИС. Вот на этом пешеходном переходе меня никогда не пропускают машины. Реально, блин, собьют, не заметят. Я буду жаловаться в ПИС. У нас хорошие новости, и мы хотим именно с этих Кое-что новостей начать. долгожданное. Да, давай. Я получил сим-карту. Ура! О! Больше месяца ждал. Да. Короче, у Сашки есть виза в Англию. Ребята, мы счастливы капец. Ну, не до конца, потому что у меня-то нет. Ну, это второй этап. Мгм. Вообще они, конечно, так странно влепили куда-то в рандомную часть паспорта, в середину. Ну ладно, не буду показывать там прям паспорт. Не, ну прям паспорт не надо. Ну, классно. Хорошо, что, конечно, это командировка. Мгм. Это намного все, наверное, проще. Просто в обычный туристический визит не так просто получить визу, надо куча подтверждений. Ну, как бы Как мне тоже думаешь, надо было сложно все Как делать. думаешь, мне откроют? Они не имеют права не открыть. Как Блин, так? если они откажут, я буду жаловаться в ПИС. Ну, сейчас мы будем начинать уже подготовку всего. Блин, это как... Ну, там сложно, да. Ну. Ладно, не Мне я буду начинать кинули- подготовку. Да, Сашка, короче. да, так сказать? Ну, мне повезло, конечно, что не сработало это все оформляние. Мгм. Оформляли, оплатили в подачу всю. За то, Мгм. что я паспорт у себя держал, доставку курьером обратно. Угу. Там время подачи гибкое. Супер. И даже еще возместили за проезд в Варшаву. Офигеть. В Ну, блин, это же потому, что у тебя фирма. Ну, конечно, это же командировка. Ну да. И в итоге я заплатил только за отправку курьером уже паспорта отсюда, Вообще, визовый центр. у меня назрел вопрос. Мне еще при этом Могу сдать? бонусик прислали. Сим-карту, которая должна Мгм. действовать в Англии с бесплатным интернетом на месяц. Как раз. Так вот, я могу задать вопрос? Вопрос очень интересный, кстати. Вот думал ли ты, когда шел устраиваться вообще, думал ли ты, когда шел сам учиться на программиста, что тебя отправят в командировку в Англию? Конкретно фирмы, так я ну. не придумывал И себе. плюс еще будешь жить в Польше. Ну, конечно, нет. Но очевидно было, что горизонты открываются Мгм. невероятные. Сашка уже рассказывал. Возможность жить где угодно, работать где угодно. Хочу похвастаться тобой, что на самом деле Сашка, у него нет образования программиста, он работал на БТ, кто не знал, представляете, и монтировал новости там, где Лукашенко, там вот Ну, это вот всякие. всё, да. Все подряд. Ну и с Лукашенко тоже, Ну. понятное дело. А там у нас только новости. Ну, это очевидно, Эти половина новости, это только новостей. сил, да. Это. И вот он сам за 2 года Ну, полтора. за 1,5 Примерно. как-то года учился без курсов, без вообще всего, чисто на своем энтузиазме, на Потрачено своих стараниях. 0 денег. Да. Ну, на интернет только. Да. Потому что информация вся доступна. YouTube, Мгм. книги какие-то, статьи, не знаю. Ну, YouTube в основном. Плюс там можно найти всякие тестовые Мгм. задачи, проекты, тренировочные. Ну, все доступно. Поэтому смысл куда-то Мгм. ходить. Я один раз ради интереса сходил на пробное там, Мгм. первое занятие на какой-то курс, понял, что я за месяц там чтения интернета узнал уже больше, чем они наобещали рассказать за время курса. Ну и понял, что реально мне это не Самостоятельно. надо. Ну, блин, у тебя талант, ты умный, поэтому... Ну, Не там все. Я бы надо точно не вот смогла. Усидчивость, Да нет, даже сама усидчивости нет. цель, мотивация. Не хватило бы. Ну ладно, короче. Сейчас мотивации уже нету, поэтому Поэтому мало ты учусь едешь в Англию. процессу.
Да классно вообще, супер, Сашка. Вот ты прошел такой долгий путь, чтобы... Тем более ты обожаешь Англию. Ты уже купил билеты на футбол? Ну, я планирую по членству подаваться, Мгм. а еще заявки не принимают. Там будет, типа, лотерея. Тут еще, блин, в этот сраный футбол, извини, конечно, я назвала его ну ты, блин, найди еще попробуй билеты на него. Мы купили членство. Мы и Акции. все равно Ну, это акции. не связано. У нас шарфик их есть, этот значочек имеется. Почему просто так нельзя онлайн купить билет? Потому что сколько фанатов? Миллионы. Так они все владеют. Они все едут в Англию, они все сидят на Поэтому трибуне. Ой, Среди на этом всех стадионе. желающих будет проводиться розыгрыш, там, не знаю сколько, ну, 10-15 тысяч билетов максимум, мне кажется, доступно. Потому что остальные уже там абонементы, премиум. Да VIP. нафига они раздают вот эти абонементы, кому не попадет? Знаешь, сколько абонемент стоит? Сколько? Ну, наверняка больше 1000 фунтов. Нам не надо. Если бы мы жили в Ну, Англии, очевидно, надо. то ты бы уже купил, да? То есть сразу, когда переезжаем в Англию, откладываем $1000 на то, чтобы был абонемент. Это только на одного, я правильно поняла? Да. А на чупсика скидку не сделают? Ладно. Возмутился. Ладно, мы это что-то отошли от темы. Хорошую новость мы рассказали, и плюс у нас еще две Но хороших с новости. этой Посылки. новостью еще есть и плохая. А, ну да, расскажи. Виза-то у меня есть, Угу. но сам паспорт, вот этот синий паспорт, это проклятие сейчас становится, конечно. Ну, короче, мы про Последние новости. новости, Да. которые... Ну, мы чуть-чуть с опозданием, потому что пока расскажем, Мгм. пока выложим видео. Смонтируем. Но новость покоробила знатно, что Мы продлить, офигели. поменять паспорт нельзя будет за границей в Беларуси. Но просто все, кто-то, вот я там в ТикТоке видела, с поляками, кстати, общалась, они говорят, что Польша что-то придумает наверняка, возможно, будет какой-то, типа, отдельный паспорт. Ну, есть проездной типа, как документ побыта польский. какой-то. Он меняется каждый год. М. Ну, то есть это не очень Да. удобно. Ну, с Ну, ним по может, придумать Европе что-то можно. другое. Ну, это такой Но у нас еще есть время, то есть нам не нужно менять. в Ну, этом 2 году. года. Да. у меня. Но за 2 года еще что-то должны придумать. Ну, люди что-то, да. Ну, зачем они это сделали, непонятно. Ну, наверное, чтобы понятно, заманить, да. либо усложнить Да. уехавшим жизнь максимально. Ну, как бы, да, понятно. Тут и даже... Там же не только с паспортами, там доверенности всякие. Мгм. Нельзя продать квартиру, не находясь в Беларуси. Блин, И прикинь, всякое такое. как повезло людям, которые успели это сделать. Ой, ребята, ну вот... Как бы самая неприятная ситуация тех людей, которые записались там за полгода, за год на смену ой, паспорта. ейку, я вообще... А закон ввели, и через 3 дня он уже вступил в силу, и все. И кто не успел подать, именно даже подать, Мгм. не просто записан через 2 недели, через день даже, М. все, можешь уже не приходить. Если твой паспорт не лежит в посольстве, его Прикинь. уже не поменяют. Вот что им Даже если делать? ты записан на завтра. Я в шоке. Нет, таких людей очень жалко. Я вообще не представляю, это, наверное, стресс нереальный. Мгм. Ну вот. Ну, ребята, что делать? Ну, вот такой Сначала- закон, вот так все вышло. Ну, Надо с этим что-то придумать, что делать. В любом случае, люди живут везде. Не, прикол в Белорусы том, живут везде. что в Польше многие до сих пор еще ждут выдачи карты по быту. Уже у них истекает паспорт, и в итоге ни одного сейчас действующего документа не будет. Супер. А там податься, по-моему, Мгм. на проездной документ без карты по быту нельзя, или еще там какая-то схема. Ну, очень Блин, мутно. прям столько геморроя. Какое-то беженство оформлять надо. Я вообще в шоке, столько геморроя. Если что, будем по Чупиному паспорту жить. Оформим на него карту, будет хорошо, хоть Будет поляк. опекуном нас. Хоть один поляк в семье есть. Усыновить нас. Точно. У него есть какой-то паспортик собачий. Тоже собачий какой-нибудь сделаем. Чупик. Ладно, давай открываем По-быстрому посылку. остальное. Да. Давай, Сашка, у нас 2 посылки. Мой самый любимый сайт, я на нем просто зависаю. Мы Secret. наэкономили 1000, наверное, Мгм. уже. Там такие офигенные какие-то бренды, дорогущие, европейские. Я скупаю там много всего. Возврат бесплатный, Да. удобный. Мгм. Ну, бесплатная доставка. Там просто офигенно. Я уже купила себе джинсы, купила
кофты. А это Куртку. куртку купил. Но я вам ничего не показывала, ребят, потому что мы тогда думали, что не будем снимать распосылки, распаковки. А сейчас надумали, что вернем. Не, просто в очередной раз советую. Нет, Там подожди, Коль. на первый заказ 10% скидка. Угу. Поэтому мы ее уже там со всех аккаунтов используем. Что можно и что нельзя. Но там офигенно. Вот то, что вот классно, что можно заказать, например, несколько пар обуви, померить и бесплатно вернуть. Понимаете? Так, Так, вот это это заказ из аптеки. Доспел, да, давай. Это чисто моя посылка для меня, любимой, дорогой. Как можно понять, для кого посылка? Это гляньте. Это подарок. Energy Drink. Второй раз. А уже. то есть, подождите, Energy Drink это от этого, как это, от Доспел, то есть от аптеки? Да. Чтобы вы понимали, насколько в Польше любят Аптека Energy. делает энергию. А где-то, подожди, в Беларуси запретили уже давно энергетики до 18 лет. А тут, пожалуйста, на аптеке. любой возраст. Это подарок от аптеки. А тебе подарок от аптеки. Класс, это, короче, косметика, ребят. А интересно, у нас по статистике нас больше смотрят мужчин или девочек? Им это будет интересно? Конечно, будет интересно. Кого Сашке же спрашивают? интересно. Короче, раскрой. Быстро посмотри. Я хочу быстро рассказать предысторию про этот крем. Я подписалась на девочку в ТикТоке. Она работает в ХБ. И она там нахваливает очень классные такие бренды, кремушки, туда-сюда. Я, короче, не смогла удержаться, потому что... Но она сама говорит, что она все испробовала, и плюс у нее в комментариях там писали: девочки, огромное спасибо, потому что они тоже этим пользуются, им все это нравится. И я решила тоже на себе испробовать пару штук. Здесь крем. Кстати, я думала, что крем, ну, там, уходовая косметика в ХБ будет не так дорого стоить. Вообще там так дорого. Ну, в ХБ вот этот крем то ли 70 злотых стоил, то ли что-то такое. Мне кажется, на скидке Сефора тоже можно купить примерно за такие деньги. Но я купила, мы погуглили с Сашкой и поняли, что в дозе... Сашка погуглила. Нет, я, кстати, без тебя погуглила. Да. Нашла. И в этой аптеке Доспел там 43 было на скидке. Классно? Короче, ладно, раскрываем. Какой-то должен быть клевый крем, классно выглядящий. За такие-то деньги. Класс! Офигеть! Ну, комментарии-то вообще какие-то нереальные. Увлажняет и всякое такое. Блин, это красивее, чем от моего Рен. Да. Хотя Рен дорогущий собака. Но и он у меня заканчивается. Это офигенно. Вот крем от Рен, который я купила в Сефоре, у меня кожа просто как у младенца стала. Так, и дальше тоже по отзывам. Можешь мне... Увидела вот такую сыворотку. Я люблю сыворотки, ну, такие простые, с витамином С. Мои все практически закончились. Я вот такую, тоже прикольно, с такой крышечкой. А что она такая белая? Интересно. Короче, вот мои покупки такие косметические. Давай дальше. Но и мой любимый сайт. Короче, предыстория тоже нужна. У меня сломались мои офигенные босоножки. Сломались, потому что на Потому что подошве. они типа модные. Но они модные. Да, в этот раз мы решили пойти. Я купила, да. Просто я очень много хожу, брожу и решила спортивные купить. И смотрите. Офигеть, как они выглядят лучше, чем на картинке. Класс. И плюс у меня такие очень проблемные ноги. Мне постоянно что-то натирает, что не то, что не туда. Я, короче, решила спортивные... Не, ну что ты пляшешь? Ну на, понюхай. Решила, что спортивные... Я тебя сейчас кусну за жопу. Вот, спортивные. Мне нужны спортивные. Кстати, они очень классно выглядят. Мне кажется, под шорты офигенно. Короче, фирма называется Хайтак какой-то. О, Хайтак. Хайтек. Хайтек. Ну, типа, ходите, бродите. Сейчас померю. Короче, ребята, они мне немножко малы. Ну, вот, видно, пятка немножко свисает. О, блин, так обидно. Ладно, надо смотреть. Я не знаю, мне как будто казалось, что это не было размера. Мы и так взяли, типа, размер Да. такой, как будто чуть-чуть
с запасом. У меня вообще 37 с половиной, а мы Ну. взяли 38. Ну, наверное, там еще надо. Ладно, давай выпьем энергетик, попробуем. Вкусный ли бя. Ну и что, я открыла, попробуем этот энергетик. Я не знаю, Саша, ты пробовал? Мне, знаешь, ощущение, что это этот как-то яблочное что-то, яблочный сок какой-то. Нету? Ну, есть в составе наверняка. Сок яблоковый. Ну все, ребята, поэтому мне и показалось. 99% сока яблочного. Мгм. Какой-то двутленок венгла. Ну, Угля? СО2. Уголь? Венгл. Уголь. СО2. Ну, карбон. Он же. Натуральная кофеина и экстракт с гуараны. И все. Ну, это неплохой энергетик. Вообще супер Без энергетик. сахара. Подожди, я первый не прочитала. Тлаченый на зимно. Что Ну это да. значит? Ну, сок. Сок. Ну все, натуральный Холодного отжима. ментный сок яблоковый. Все, нету сахара. Офигеть, это самый, наверное, крутой энергетик. Но это как бы не написано, что это энергетик, это типа энерджи напиток. Ну, энергетик, наверное, получается. Ребята, я сегодня проработала очень много часов, поэтому я имею право пожаловаться. Блин, я расстроилась из-за сандалий. Если нету 39 размера, я... Другие цвета есть. Сейчас идем выбирать. Все, не переключайтесь. Я иду на работу. Утром, не знаю, вот что-то мне захотелось записать видео. Знаете почему? Потому что я вспомнила, что где-то уже 1,5 года, как я практически каждый день хожу вот так вот своим ходом на работу. Где-то идти 30-35 минут. И я вообще... Летом я вообще кайфую. Знаете, мне, в принципе, нравится ходить пешком. Но если это не ливень. Если ливень, бывает иногда, что я езжу на такси, а иногда, если зонтик не забываю, то езжу... иду под зонтиком. Но тогда вся мокрая прихожу. Смотрите, как красиво. Вот я иду, и напротив такая красота. Мне очень нравится, как растет этот плющ. Но он только вот летом, осенью. Зимой уже, конечно, так красиво не будет. Вот я такая иду и думаю, где-то 1,5 года я уже хожу на эту работу, работаю как ассистентка. Понятно, что в прошлой жизни я никогда в жизни не работала ассистенткой. Вообще никогда не была связана с медициной. Всегда, когда ходила в стоматологический кабинет, я думала, господи, это самое ужасное, что может случиться с людьми. Это вообще работать и там. И плюс еще ходить к зубным. Сейчас, конечно, я совершенно другого мнения. Раньше я думала, как только заболит зуб, тогда и пойду. А сейчас я понимаю, что это самое ужасное, что я могла вообще себе придумать. Мне всегда казалось, это больно, это ужасно. Ой, блин, это так неприятно идти к зубному. Лучше на гинеколога сходить, чем к зубному. Конечно, сейчас я совершенно другого мнения, потому что уже как бы работаю, чуть-чуть больше понимаю. И вам, конечно, советую, никогда не ждите, чтобы у вас заболел зуб. Просто планово сходите. Тем более в Польше тут бесплатно, у кого есть песель. И бесплатно раз в год, если я не ошибаюсь, можно делать скалинг и проверку зубов. То есть обследование зубов. Поэтому я всем советую. Тем более тут можно делать бесплатные пломбы, бесплатный скалинг. Ну, скалинг, а пескование, то есть налет убирать. Такой от чая, от кофе, то это платно. 200, у нас стоит вроде 200 злотых или 220. Короче, в ценах я не сильно ориентируюсь, но где-то от 200 злотых. Вот хотела сказать одно, блин, пошла в другие дебри. Короче, никогда не ждите, что у вас заболит зуб. И детей своих тоже водите. Даже лучше их приучать с самого детства. Потому что они боятся, плачут, пугаются. Если их в 3 годика, когда уже вот зубки прорезаются, там где-то в 3 годика уже начинают водить, просто для того, чтобы познакомиться с стоматологом, чтобы они просто не боялись, у них не было шока. Их знакомят, показывают все инструменты. Стоматолог
пытается показать, как правильно чистить зубки и так далее. Он типа делает вид, что что-то понимает. Но все равно уже таким образом вы показываете, что кабинет стоматологический — это не страшно, потому что у меня всю жизнь я боялась стоматолога как огня. Мне казалось, что всегда ужасно, всегда больно и всегда неприятно. Вот получается, я всегда хожу вот этот перекресток. И вот на этом вот на этом пешеходном переходе меня никогда не пропускают машины. Вот понимаете, они едут, и пока ты будешь стоять, ждать, чтобы они тебя пропустили, но они херушки это сделают. Пока ты первый шаг не сделаешь на асфальт, вот так вот не станешь на дорогу, они тебя не пропустят. Вот сейчас была точно такая же ситуация. Получается, недавно мы были в Кракове и тоже ходили пешком там, и стали обращать внимание, что там на светофоре пропускают. А тут в Лодзе реально очень редко, когда пропускают пешеходов. Это вообще неуважение. Во-первых, это не то, что неуважение, это правило, блин. По правилам вы обязаны пропускать пешеходов. Реально, собьют, не заметят. Еще скажут, сама виновата. Я вот так на работу хожу 30 минут. Когда такая хорошая погода, то это просто кайф. Я работаю уже полтора года каждый день. Это я уже говорила. И хотела сказать, что тоже вот мне в голову пришла мысль, что если бы мой шеф тогда не поспособствовал тому, чтобы я пошла на работу, я не знаю, мне бы было так страшно ходить самой искать, как вот другие девочки это делают. Конечно же, я бы пошла это сделала, но это было бы совершенно другая история. Может быть, это было бы лучше, если бы я сама искала, но у меня немножко получилось по-другому. Кто смотрел канал, тот знает, как я попала на работу. Познакомься, если так можно сказать. На самом деле я очень благодарна, что так получилось. Сейчас я, конечно, уже более уверенная, более понимаю, что из-за языка, из-за уже опыта, который набран у меня на работе, мне уже, конечно, не так страшно ходить, уже все нормально. А первые месяцы мне было ужасно страшно, ребят. Это не передать словами. Это могут понять только те девочки, которые не знают язык и идут на работу. И, наверное, добавлю последнее, что мне очень повезло с коллективом. Они помогали мне адаптироваться, как и врачи, так и ассистентки. Вообще, я очень всем благодарна. Иду такая счастливая, как хорошо, все самое страшное пережила. Теперь иду такая спокойно, на расслабоне. У меня тут наушники, музон слушаю. Ну все, вроде все рассказала, что хотела. Иду, ребят, работать. Мы тут сидим с Сашкой на лавочке. В прямом смысле. Сидим, ждем такси. Кстати, насчет такси. Мы всегда ездим на такси не потому, что мы такие богатеи. Понятное дело, что так и есть. Это дешевле, чем трамвай. Вы уже рассказывали, почти в каждом видео мы это говорим, что мы ездим на такси, потому что есть скидки. И почти каждую неделю они новые. Да. А это значит, что вы должны зайти в Сашкин телеграм-канал и подписаться, потому что он всегда скидывает самые актуальные классные скидки в Польше, которые тут есть. Да. Он всем этим делится. Вот, но мы ждем такси, чтобы ехать в аквапарк. Мы тут никогда не были в Лодзе в аквапарке. Причем бесплатно. Да, причем бесплатно. Это, еще одна наша фишка, что мы любим экономить. Что еще? Ну, скидки любим. Вообще не потратил, да. Значит, ладно, не потратил, равно заработал. Почти что. Поэтому классно экономить. Мы это обожаем, поэтому это тоже этим делимся с вами. Но мы хотели рассказать, как нам удастся 2 часа в аквапарке бесплатно пробыть. Ну, расскажи. Мультиспорт, который мы очень редко используем. Но стоит он денег для меня. Поэтому надо пользоваться. Получается, Саша покупает за какие-то купоны, не знаю, что. За бонусы. За бонусы? Можно на разные места тратить, в том числе на мультиспорт. 65 злотых в месяц. А мне просто на работе дают. Я вроде за это не плачу. По крайней мере, не видела, чтобы у меня снимали не зарплаты. отнимается. Да. Поэтому вроде как и бесплатно. Поэтому мы едем. И можно только 2 часа. Плюс там, говорят, классные горки. Вроде как говорят. Мы оценим, потому что мы, ребята, тут уже не профаны. Мы много где были, на каких горках катались. Поэтому оценим все по достоинству. Прокатимся на каждых.
Ну, не покажем, наверное. Не, там- наверное, как мы покажем? Мы же не были с телефоном. Конечно. Но мы расскажем, мы сделаем свой важный вывод, о которых мы иногда забываем делать выводы в видео, но обязательно расскажем, понравился нам или нет, и по возможности что-то поснимаем, покажем. И вот так мы с Сашком на лавке сидим. Реально получается зеркало, такое здание офисное. И вот так мы сидим, ждем свою таксишку. Вот мы и приехали. Вон там даже чуть-чуть горки видны. Первый раз здесь, как мы уже и говорили. Блин, так много людей, посмотрите, сколько машин. Нас все увидят голенькие. Я не хочу. Массакра. Не, я шучу, конечно. А, вон тоже горки. Нарисованы, в смысле. Внутри тоже очень много людей. И все сидят и переодеваются. Мы тоже взяли с собой тапки и переодеваемся. А вот цены. Вот, получается, часы. Стрефа Босанова. Ну, бассейн, там где бассейн. На 2 часа мы бы И отдали бассейны, и 58. сауны. Если вот, например, на 2 часа вместе с сауной, то 80 злотых на нормальное, на одного. Но мы вот это вот бассейн идем. А что вот это значит бассейны? А, родинные. Ну, это... А нам индивидуальные. Дали вот такие браслеты. Покажи. Ну, у Сашки тоже. Есть вот такой автомат, вот так подкладываешь. И у меня 387, Выбрать шкафчик. а у тебя? 384. А мне 385. Вот и пролетели наши 2 часа. Мы Мокрые. прям очень так четко, мне Да. кажется, 2.15 дает 15 минут на переодевание. Вообще нам понравилось очень даже. Вообще как был. Мы на одну горку не сумели попасть, потому что кругов Есть тут не один было. минус. Тут круги разбираются. Их нету. А с Нет. одной горки я плюхнулся, под конец перевернулся на спине. Ну, точнее, Да. с круга упал. Как-то баланс потерял. Капец. У меня все нормально было. Как-то странно. Никогда такого не было. Ну так, мне понравилось больше всего только одна горка, и бассейн неплохо. Ну, горки не вау. Ну, как будто хотелось, чтобы больше было разнообразия, нет? Да. Ну, в принципе, было классно. Мы еще сюда точно приедем. В принципе, на 2 часа, да. Ну, просто если приходить на 3 часа, я вообще не представляю, что Ну, делать. тут классный бассейн. Но бассейны очень Больше прикольные. бассейна, чем да. горки. А горки, ну, их мало. А если то, знаете, свободное это падение, но мы не пошли, я боюсь. Но это не то, что я боюсь, это Там некомфортно, неприятно, да. И когда без кругов, я не люблю такие. Да, когда на бьется жопа, спина, руки. Тоже, короче, такое. Ну, там вообще никто не любит, там практически никто не И ходит. одного да. человека видел. И еще, знаете, что я заметила? Что нету смотровых на горках людей, именно людей. Именно инструкторов. да, они есть, спасатели на бассейне, а вот именно когда горки, Садишься да, и просто садишься и ждёшь просто зелёного. ждешь зеленого цвета, да.